Продолжаем вязать наши тапочки. Я поставила схему для тех, кто еще не переснял. Можете заскриншотить опять. Значит, на чем мы остановились в первой части? Я сделала вот такой бортик на тапочек чешуйками. Я показывала, как я его вязала в первой части. Сколько он у меня получился? 2 сантиметра. 2 сантиметра это у меня будет на какой размер? 38-39. Хотя мысок, он у меня стандартный. И на 38, и на 39. Теперь перехожу к подошве. Подошву я буду вязать на 12 петлях. У меня здесь получилось 72 петли. Вязать я буду изнаночными петлями. Вяжем обычно. Закрываем по краям по 2 петельки. Значит, сейчас, смотрите, я набрала 12 петель и расширяла. Здесь у меня вверху 22 петли. Значит, на мой размер, по моим ниткам, мне такое количество петель понадобилось. Сначала я в каждом изнаночном ряду расширила до 18, потом через пару сантиметров еще по петельке 20, и еще через пару сантиметров 22. Вот так вот я делала. Вы примеряйте, может вам достаточно будет 16 петель, смотря какая у вас ширина ноги, нитка, толщина и тому подобное. Значит, обычной вязкой вязала подошву. Теперь закроем 2 боковые петельки. Я закрываю изнаночными. По лицу изнаночной. Первую сняла. Я прибавки делаю обычным вот таким вот перекрученным накидом. Можно сделать из протяжки. Как вы привыкли, как вам удобно, по одной прибавке делайте. Последняя петелька. Провяжем 2 вместе. С изнаночной стороны провязываю лицевой. Соединяю. А, я прибавку забыла. Ох. Прибавочку сделала. И 2 вместе лицевой. Все. И дальше изнаночными иду. Провязываем нашу прибавку изнаночной. И остальные петли все изнаночными до конца. По изнанке делала прибавки. Так закончим подошву. Потом перейдем к боковым сторонам. Насколько камера меняет цвет ниток. Они вообще-то у меня эти тапочки ярко-ярко-зеленые. Такой вот цвет зеленки прям. А здесь смотрю, вообще такие темные выглядят. Так, ну, думаю, с подошвой тут все понятно. Вяжем до конца. Очень тут неудобно. Так, вот у нас 14 петель. Вот прибавочку, тоже ее изнаночной. Последнюю перебрасываю. 2 вместе изнаночными. Развернулись, сделали прибавку и опять все изнаночными. Довяжем до конца. Закончила вязать подошву. Вот такое дело у меня получилось. Что теперь дальше делаю? Теперь наберу петли с одной стороны и с другой. У меня будет по 16 петель. Здесь 22, здесь по 16, 54 петли. Вы можете набрать и 55, и 56, 53, смотря от толщины вашей нити, какую высоту вы хотите. Тапочек, чтобы поменьше, помельче был или повыше. Так, здесь я 10 набрала. Сейчас наберу 16 петель и провяжу изнаночными петлями.
11, 12. Вот под верхней, под петелькой вытягиваю ниточку. 13, 14, 15, 16. Пройдем все изнаночными и точно так же наберем с этой стороны 16 петель, ну или сколько вам там нужно. Первую петельку я провяжу. Вот. До конца пройдем изнаночными, наберем опять 16 петель и обратный ряд вернемся изнаночными петлями. С лица у нас получатся лицевые. И тогда уже этот узор клеточкой. Понятно, да? Давайте провяжем это все изнаночными вот так вот. Провяжем изнаночными боковушку, подошву. Наберем здесь 16 петель и обратно вернемся изнаночными петлями. Провязали, набрали петли, провязали ряд изнаночным лицевыми. Теперь я немножко провязала здесь узора, чтобы было более понятно, как он будет выглядеть. Значит, первый ряд 3 лицевых. Раз, два, три. Одну петлю снять, не провязанной. 3 лицевых. Раз, два, 3. И так до конца ряда. Одну снимаем, не провязанную лицевую. 3 лицевых. 3. Одну снять. 3 провяжем лицевыми. Одну снять. 3 провяжем лицевыми. Так идем до конца ряда. Это первый ряд. Обратно вернемся, второй изнаночный ряд, вернемся, все изнаночными провяжем. 3 лицевые, одну снимаем, идем до конца ряда, обратный ряд, все изнаночными. Третий ряд, лицевая сторона, вяжем так же, как и первый. 3 лицевыми провязываем, 3 петли лицевыми, одну снять, одну снимаем не провязанную, 3 лицевыми, одну снимаю не провязанную. Так идем до конца ряда. Раз, два, 3, одну снять. Раз, два, 3, одну снять. 3 лицевых, одну снимаем. До конца ряда вяжем. Четвертый ряд, изнаночная сторона. Непровязанную петлю мы провязываем изнаночной. 3, которые были лицевыми, мы их провязываем изнаночными. Ой, лицевыми. Снятую петлю изнаночной, 3 изнаночных петли провязываем лицевыми. Раз, два, 3. Снятую петлю провязали изнаночной, 3 лицевых. 2, 3. Одна изнаночная, 3 лицевых. 2, 3. Снятую изнаночной, изнаночные петли, 3 изнаночных провязываем лицевыми. Раз, два, 3. Все, на этом заканчивается. Так идем до конца ряда. Следующий ряд начинаем повтор с первого ряда. Провяжем нужную длину до пяточки. Я к вам вернусь. Описание этой клеточки я в описании загружу. Вяжем нужную длину тапочки. Провязали нужную длину тапочки. Теперь я буду вязать пятку на средних 15 петлях. Вот я их уже отделила. Нитку я не обрезала, оставила вот здесь такой кусочек. Когда буду закрывать по 2 петельки, я буду его подвязывать.
крайние 2 петли буду закрывать лицевой петлей. Вяжем пятку. Узор продолжаю тот, которым вязала боковые стороны. 3 лицевых, одну сняли, таким же самым узором продолжаю. Раз, два, три, одну сняла. Теперь крайнюю закрою лицевой петлей. 2 вместе, лицевой. Переворачиваю. Так, что у нас здесь? Снятую провязываю лицевой. Кубик закончился, клеточка. 3 лицевых. Раз, два, три. Одна изнаночная. Раз, два, три. Одна изнаночная. Раз, два, три. Ай! Ох-ох. Одна изнаночная. И последнюю провяжем вместе. Вот у нас эта ниточка. Смотрите, я 2 вместе буду провязывать изнаночной. Вот эту ниточку подхватываю вот под ней. Вот так вот протянула. Подвязала ее. Все. Вот сюда ее перекинула. Вот так вот ее. Ох. Все. По одной. Закрываю лицевой. Эту подтягиваем. Подвязали, подтянули немножко. И так дальше продолжаем. 3 лицевых. Узор переходит из подошвы в пятку. Так вяжем до конца. Закроем пятку, наберем петли. Я сделаю обвязку, как всегда, бейкой своей. Вы можете по-любому обвязывать, как хотите. Можно просто изнаночными петлями набрать и обвязать. Вот, закрыла лицевой. И так, пока до последней петли, по 2 закрываем нашу пятку. Закончила я вязать пятку. На 4 спицы набираю петли. Вот у меня остались последние. Под крайнюю петельку, по 2 дужки захватываю. Вот так вот. Сейчас доберу петли. Первый ряд я провяжу все изнаночными. Следующие 5 рядов провяжу лицевыми. Всего у меня будет 13 рядов. Первые 5 лицевыми, а остальные провяжу белым цветом. Спица у меня номер 2,5. Внутреннюю сторону я буду вязать на спицах на полномера меньше, на двойке. Тогда эта бейка хорошо закручивается вовнутрь. Так. Я здесь первую петельку сниму, потом я ее провяжу. Вот первый ряд вяжем изнаночными. Можете 2 рядика изнаночными провязать, как хотите, чтобы отделить лицевую гладь. Понятно, да? Первый ряд изнаночными, остальные 5 рядов, ну или какую высоту вы хотите, ориентируйтесь по толщине своих ниток. Вяжу до конца изнаночными, потом 13 рядов, можно одним цветом, провяжем лицевыми петлями. Вот так вот все вяжем изнаночными. Потом будем следующие лицевыми. Потом ее примонтируем, и все. Практически закончено. Так вяжем до конца. Так, сколько у меня получился этот тапочек? Сейчас я посмотрю по сантиметрам. Он у меня получился вот без натяжки почти 24 сантиметра. В общем, и на 38, и на 39, а в натяжку можно и на 40 натянуть. Вот со 100 грамм у меня осталось вот столько ниточек. Давайте провяжем беечку, и я еще в конце к вам забегу. Провязала я вот такую вот высоту окантовочки своей.
Теперь выворачиваю тапочек. Все это дело перегибаю ровненько, чтобы петельки не перекосились. Теперь беру одну петельку со спицы. И вот под наборным рядом, смотрите, раз, два, три, проходит такая пунктирная линия. Это те петельки, которые мы набирали на окантовку, самый первый ряд. Вот подхватываем ее. Вот так вот. И дальше. Вот так я это дело соединяю. Мгм. И так по одной петелечке до конца. Потом хвостик ниточки спрячем вовнутрь, закрепим и все. Закончили. Если вы хотите, чтобы здесь больше белого цвета выступало, ну, соответственно, тогда вторую половинку провяжите на пару рядов больше. Так, подхватили. И протянули. Понятно, да? Сняла одну. Вот она у нас. Поперек лежит петелька. За нее подхватываю. И так идем до конца. Вот такой вот у нас получится. Заканчиваем беечку. 7 легких петелек. Я пойду тоже закончу. Увидимся.